конечно же, к специальной военной операции, которая теперь уже можно точно на основании всех поступивших данных сказать, планировалась как легкий поход за зипунами со сменой политической власти в Киеве, недолгий, проводимый силами исключительно кадровой армии и мобилизованного Донбасса. И не завершилась по сей день. А промежуточный результат мы видим. Это тот результат, о котором я предупреждал, начиная, наверное, с 2015 года, когда говорил о том, что идеальной ситуацией для наших геополитических врагов станет создание огромного, протяженного и кровавого фронта противостояния между Российской Федерацией и Украиной, при которой ни та, ни другая сторона не могут одержать решительную победу. Данной цели наши геополитические враги, враги, подчеркиваю, не Путина, враги России, добились в полной мере. И наша власть, к сожалению, им в этом помогла, практически сыграла с ними не только в пас, а сыграла с ними в поддавки в данном вопросе. Операция на Украине началась с громких побед, но уже в марте были понесены первые тяжелые поражения, которые были полностью скрыты от российских граждан нашей пропагандой и нашими средствами массовой информации. Далее была попытка взять реванш и попытка договориться. Эти попытки сменяли друг друга вплоть до осенних поражений, до так называемого передислокации, перегруппировки из Харьковской области, когда все занятые в начале специальной военной операции города и территории Харьковской области были сданы, частично с боем, а большей частью без. Вслед затем последовали поражения под Красным Лиманом, в результате чего часть Донецкой Народной Республики была вновь отвоевана ВСУ, вновь попала под их оккупацию. И увенчалось все это оставлением Херсона, теперь уже как областной столицы субъекта Российской Федерации. Оставление после тяжелых боев на плацдарме, но без неотвратимой военной необходимости. И ноябрь-декабрь прошли под знаком боев местного значения, весьма, между прочим, кровопролитных, поскольку обе стороны непрерывно обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами. Российская Федерация не потерпела военного поражения, но получила самый близкий к этому поражению результат по степени негативного влияния на внешнюю, внутреннюю политику, на социальную сферу, на престиж Российской Федерации в мире. Российская Федерация как государство потеряла международный престиж настолько, что даже самые мелкие и самые жалкие враги, типа прибалтийских лимитрофов, сочли возможным открыто оскорблять Россию, резко усиливать свою русофобскую политику по отношению к русским, оказавшимся после 1991 года на их территории. Финляндия и Норвегия отправились в НАТО прямым ходом, отбросив свой длительный нейтралитет. У Норвегии он вообще продолжался неизвестно сколько, если не считать Второй мировой войны, когда она сама подверглась агрессии Германии. Япония вновь оживилась по вопросу о Курильских островах. И даже Турция и Азербайджан действуют совершенно нагло, фактически открыто готовятся окончательно превратить в вассальное государство Армению, которое входило в число союзников Российской Федерации. Это можно перечислять еще очень-очень-очень долго. Что к кануну 2023 года Российская Федерация подошла с результатами, которые, наверное, наша государственная власть заслуживала по своему качеству, которое, слово «качество» можно брать только в кавычки, но которое оказалось совершенно неожиданно, в том числе и для граждан Российской Федерации, которые в значительной степени почему-то полагали, что несмотря на колоссальную коррупцию, полное отсутствие политических свобод на самом деле, полное отсутствие вообще каких-либо политики и влияния населения на власть, Россия зато является по-настоящему мощной, сильной, уважаемой в мире могучей державой, как убеждали население средства массовой информации. В вопросе обороноспособности, в вопросе величия, в вопросе политического влияния на соседей Россия не более сильна, чем во всех своих внутренних проблемах. Мы подошли еще к кризису доверия, грани кризиса доверия населения государственной власти в стране, включая высших персон этой власти,
включая, прямо скажем, президента Российской Федерации. При этом, подчеркну, за минувший год никаких выводов ни из военных поражений, ни из провалов на фронте и в тылу высшие государственные власти Российской Федерации не сделали. Это тоже еще один итог 2022 года. Мы подходим с неизменной командой тех же самых людей, которые окружали президента в течение 20 лет его правления, и которым он поручает кормить тортиками пленных нацистов, которым он поручает заключать соглашения с нацистами и с их представителями, которые не выполняются и ведут